Компактный ноутбук от компании Realme, который имеет металлический корпус, отличный дизайн, быструю зарядку, Power Delivery, которая позволяет за 30 минут зарядить ноутбук на 50%. Отличный IPS-экран с 2К разрешением, хорошая производительность, клавиатуру с подсветкой, притом в нескольких режимах, большой тачпад, встроенные динамики со стереозвуком, DTS, кнопку питания со сканером отпечатков пальцев, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к ноутбуку под названием Realme Book. Перейдем же к обзору и узнаем, что там и как. Распаковка. Поставляется данная модель в презентабельной упаковке из плотного картона. На ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковка напоминает упаковку от макбуков. Неудивительно, правда? Пакинг отличный. В комплекте мы имеем Realme Book, блок питания Power Delivery Super Fast Charge на 65 Вт. Им можно заряжать, разумеется, смартфоны и не только. Длинный кабель питания с Type-C на Type-C и руководство пользователя. Габариты устройства 307 на 228 на 19,8 мм, а вес данного устройства 1 кг 368 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Помимо этого, кстати, еще Smart Honor Magic 5 Ultimate разыгрывается, условия в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к ноутбуку. Полетели. Приобрести данную модель можно в серой или синей расцветке. У меня на руках стандартная серая расцветка. Я думал, что синюю купил, но вот что получилось, то получилось. С другой стороны, дизайн Realme Book очень схож с дизайном MacBook. Выглядит данная модель солидно, корпус выполнен из алюминиевого сплава, за что плюс. Повторяюсь, как и его дно. И плюс отдельно за то, что ноутбук довольно тонкий. Качество материалов отличное, сборка, учитывая стоимость, хорошая. И корпус не марки. Открыть одной рукой ноутбук не получится, если не придерживать нижнюю часть второй рукой. Так что тест на MacBook провален. Крышка с экраном откидывается на 170 градусов, что удобно во время работы стоя не только, но не на 180, как у некоторых моделей. На корпусе расположили зеркальную надпись Realme с тиснением, антискользящие ножки, на одной из которых есть слоган Realme, выступ для удобного открытия ноутбука, отверстие для теплоотведения, два порта USB Type-C версии 3.2 Gen 2, порт USB-A версии 3.1 Gen 1, мини-джек на 3,5 мм, а вот быстрый порт Thunderbolt 4 есть только в версии с процессором i5. У меня процессор i3. В целом, учитывая габариты и назначение устройства, портов в данной модели достаточно. Помимо перечисленного есть веб-камера с разрешением 720p. Ее в целом хватает, но она очень мрачная, как вы понимаете. Два встроенных стереодинамика с алгоритмом шумоподавления VOC+, два динамика Harman со стереозвуком DTS. Динамики расположены на дне ноутбука, качество звука приятное, громкости достаточно, ко всему оно не плоское. Для работы, просмотра видео, роликов, прослушивания музыки в домашних условиях звучание однозначно с головой. Далее, тачпад большой, 12,5 на 7,8 см. Расположили тачпад по центру, он имеет матовое тактильно приятное покрытие, изготовлен он из пластика. Тачпад, кстати, поддерживает технологию Microsoft PTP ClickPad. Серфить в интернете удобно, да и в целом к тачпаду претензий нет, так как он не хрустит, не скрипит и при нажатии на него издается приятный звук. Клавиатура без цифрового блока, русские буквы на борту. Но Page Down, Page Up отсутствует. Ход клавиш отличный, глубина нажатия 1,3 мм, звук постукивания не громкий. Печатать, используя данную клавиатуру, однозначно удобно. Тачпад под руками не мешается, хотя кому-то, опять же по отзывам, она показалась громкой. Я не знаю с чего. Плюс за то, что клавиатура имеет 3 режима подсветки, сама же подсветка не особо яркая, но в темноте, чтобы разглядеть клавиши, яркости более чем хватит. Последнее, что мы имеем на корпусе, это кнопку блокировки со сканером отпечатков пальцев. Сканер отлично работает и довольно быстро. Летим дальше. Ноутбук оснащен IPS-экраном на 14 дюймов с разрешением 2160 на 1440 пикселей 2К и глянцевым покрытием. Лично я к глянцевым экранам привык, так как пользуюсь MacBook'ом, но напоминаю, что подобное покрытие марки. Ко всему они отражают блики и не только, но при этом цвета передаются насыщеннее и лучше, чем у экранов с матовым покрытием. Боковые пластиковые рамки не огромные, как и верхняя рамка, но экран слегка утоплен. В целом, смотря на ноутбук в закрытом и открытом положении, не верится, что данная модель является бюджетным вариантом. Выглядит он куда дороже. Соотношение сторон 3 к 2, и это не идеальный вариант для просмотра фильмов, я вам скажу, но для ползания в интернете
интернете и работе с документами намного лучше, чем другие соотношения сторон. Контрастность 1500 к 1, цветовой диапазон 100% sRGB, угол обзора по вертикали и горизонтали 170 градусов, что слегка меньше, чем стандартные значения. Частота обновления экрана, разумеется, 60 Гц, это нормально, так как это не игровой ноутбук. Яркость экрана хорошая, 400 нит, автояркости на борту нет, к сожалению. Подсветка достаточно равномерная, в домашних условиях яркости хватает, на улице яркости в целом достаточно, но из-за бликов использовать ноутбук на улице максимально некомфортно. Цветопередача отличная, ноутбук можно использовать даже для небольшой работы с фотографиями или иллюстрациями. Процессор установлен у меня Intel Core i3 1115G4 Gen 1 с двумя ядрами и 4 потоками. Базовая тактовая частота процессора 3 ГГц, максимальная тактовая частота в режиме турбо 4,1 ГГц. Напоминаю, что у них есть еще версия i5. Видеокарта встроенная Intel UHD Graphics, двухканальная оперативная память с частотой 3733 МГц на 8 ГБ. Расширить ОЗУ нельзя, и это плохо. SSD-накопитель установлен PCI на 256 ГБ, также есть версия на 512 ГБ. В стоке установлена Windows 11, имеется Wi-Fi 5 серии, Bluetooth чип версии 5.1, аккумулятор 54 Вт-часа, за 30 минут набегает в среднем 40% заряда, а полный цикл зарядки занял у меня 1 час 20 минут. Полного заряда аккумулятора по моим тестам свободно хватает на 5-6 часов. За 1 час просмотра видео на YouTube со звуком ушло 24% заряда, то есть на 4 часа спокойно вам хватит. Время автономной работы хорошее, опять же учитывая габариты и железо. Если рассматривать данную модель для игр, то, конечно же, тяжелые игры наподобие Assassin's Creed, Redemption 2 и так далее для него слишком высокий уровень, но для легких игр его производительности в целом хватает. Система охлаждения Storm с двумя вентиляторами справляется неплохо, ноутбук довольно громко шумел только во время сильных нагрузок, но во время обычной работы он тихий. Перейдем же к тестам. В Geekbench 6 в OpenCL Score 7961, Vulkan Score 9554, Single Core выдал 1009, в мультикоре 2081, Cinebench R23 в одноядерном 2025, в многоядерном 90 ПТС, в Crystal Disk Mark 8 Disk C чтение 3028 мегабит в секунду и запись 1218 мегабит в секунду. Диск D чтение 3037 мегабит в секунду и запись 1232 мегабита в секунду. 3D Mark Time Spy Score 1007, Graphics Score 905 и CPU Score 2821. Минусов мало разъемов относительно, опять же, для тех, кто не использует Mac. Один USB-A порт, нет возможности апгрейда оперативы, это плохо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Если такой контент интересен, напишите, потому что ноутбуков будет много. Я понимаю, что модель не свежая с одной стороны, с другой стороны можно найти ее по очень вкусным ценам, что я и сделал, и купил, и рассказал вам. Резюмирую, Realme Book имеет экран с хорошей яркостью, соотношение сторон 3 к 2, что для работы идеально подходит, клавиатуру с подсветкой, удобный тачпад, качественное звучание динамиков и корпус из алюминиевого сплава. Для работы данная модель отличный выбор, особенно учитывая ценник и то, что это ноутбук все-таки от Realme, хотя конкретно их бренд в Российской Федерации с их ценовой политикой работает просто отвратно. В целом, я считаю, что ноутбук хорош. От меня девайс сюда. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.